Мы в Берлине. Здесь, напротив российского посольства, уже 3 недели стоит большая серая коробка с надписью «ШИЗО». Это не временный арт-объект, а копия штрафного изолятора, в которой 11 раз за последние полгода выдворяли Алексея Навального. То на 5 суток, то на 15. В общей сложности более чем на 100 дней. Формально наказывали за злостные нарушения режима. Например, за расстегнутую пуговицу на тюремной робе или за то, что умылся на полчаса раньше положенного времени. Как только Алексей выходил из ШИЗО, в течение ближайшего дня обязательно находилась веская причина загнать его обратно в бетонный мешок. Был бы Навальный членом кущевской банды, убившей 12 человек в возрасте от 1 до 51 года, то условия содержания были бы гораздо мягче. Но он совершил преступление по меркам путинской России более страшное, чем любая уголовщина. Решил заниматься независимой политикой. Пересекая воображаемые двойные сплошные, игнорируя все сигналы, предупреждающие знаки. В конце концов, он пережил покушение и после этого все равно вернулся в Россию. То, что в нормальной системе ценностей воспринимается как смелость, ненормальная система воспринимает как борзость. Оборзел. Вот тебе камера 2,5 на 3 метра. Знаешь, что мы можем сделать с тобой все, что угодно. И пусть это видят все вокруг. 1 февраля Алексея Навального перевели в так называемое помещение камерного типа, ПКТ. По сути, в точно такое же ШИЗО. 4 шага в длину, 3 в ширину. В узкое окошко едва пробивается дневной свет и почти не поступает свежий воздух. На 1 час дают ручку и бумагу. В остальное время остается лишь наматывать круги в узкой одиночной камере. Кровать откидная, ее отстегивают от стены только на ночь. Утром подушку и матрас забирают. Предельный срок пребывания в ПКТ – полгода. Навальному, как злостному нарушителю, дали максимальный срок. Вся история Алексея Навального, которая началась с отравления новичком в августе 2020 года и продолжается сейчас, когда каждый день за каждое публичное высказывание над ним продолжают издеваться уже в тюрьме, это история про систему, которая впервые столкнулась с чуждым себе элементом. Основная проблема системы при столкновении с Навальным заключается в том, что ценности системы начинаются и заканчиваются словом «бабло». Сама идея о том, что какой-то человек может опираться в жизни на другие какие-то ценности, что у него могут быть, прости господи, убеждения, это не то чтобы отвратительная для системы реальность, это то, что принципиально непонятно. Это разговор слепого с глухим. Путину очень не хотелось получить мученика, очень не хотелось выглядеть тем, кто он есть на самом деле, мелким, тщеславным и мстительным бюрократом, использующим силовую машину государства только для того, чтобы мучить своего оппонента, которого он боится настолько, что даже имя не может произнести. Путин не только устроил покушение на Алексея Навального. Когда покушение провалилось, когда Навальному удалось оправиться от последствий отравления новичком в немецкой клинике Шарите, российская пропаганда и силовой блок подали ему ясный сигнал – не возвращайся. Будь себе зарубежным оппозиционером, пиши книжки о борьбе с режимом, выступай с лекциями, веди свой канал на Ютубе. Живи хорошей жизнью, но не возвращайся в Россию. Тут мы тебя уничтожим. В логике российского режима и его лидера, глубоко советских людей, для которых жизнь на Западе равносильна попаданию в рай, Навальный не мог вернуться. Это было невозможно. Никто из тех, кто составляет российскую власть, людей глубоко циничных, не верящих вообще ни во что, не вернулся бы никогда. Это выглядело чистым оскорблением. Мы ж тебя, дурака, выпустили, мы же не препятствовали, не стали тебя добивать. Ну вот, на кой ты вернулся? Зачем ты продолжаешь создавать нам проблемы? Мы же с тобой по-человечески, мы с тобой почти джентльменское соглашение заключили, попытавшись убить. А ты опять здесь, опять лезешь на рожон. Ты ведь уже монетизировал свою борьбу. Ну и так и радуйся жизни, идиот. Такой посыл. Я не собираюсь давать оценку поступку Алексея Навального и его решению вернуться на родину прямо в СИЗО. Навального нельзя сравнивать ни с каким политиком, активистом или журналистом. Навальный – уникальный случай. Он руководствуется совсем не теми соображениями, какими мы. Он видит себя не просто политическим, но моральным лидером, мужественно проходящим любые испытания с улыбкой на лице.
В этом есть его логика и его правда. Сработает ли это? Станет ли тюремное заключение главой героической биографии или уничтожит Навального, покажет только время. Но не наше дело осуждать Навального или давать ему советы. Наше дело его поддерживать в той степени, в которой мы можем. Спустя 2,5 года с даты отравления, через 2 года с момента заключения Навального, мы уже совершенно точно понимаем, почему российская власть в 2013 году могла пустить Навального на выборы мэра Москвы. Почему еще 7 лет после этого могла жить в относительном балансе, где есть Путин, а есть антипутин, где есть громкие расследования и митинги с одной стороны и силовое давление с другой. Ведь выглядело это противостояние даже как какой-то сюжет. Система к нему вроде бы привыкла. Тем более, сколько бюджетов можно освоить, сколько звездочек получить, сколько карьер построить на борьбе с одним человеком? Ответ звучит очень просто. Война. Невозможно себе представить нападение на Украину, если лидер оппозиции живой и на свободе. Лидер, который способен организовать и консолидировать протест, который каждый день говорит с огромной лояльной аудиторией. Лидер, который имеет достаточный авторитет и организацию покруче любой российской партии и может повести людей за собой. Полномасштабная война для режима нашего типа возможна только в одном случае. Только когда не существует в легальном публичном поле авторитетного спикера, способного высказываться против нее. Когда не существует на территории страны того, кто может громко и безнаказанно говорить. Почему арест случился за 1,5 года до войны? Потому что зачищать политическое поле и развязывать войну одновременно – это слишком для любой системы. Нужно заниматься чем-то одним. Навального нужно было устранить сильно заранее. Навального сегодня не может существовать в российском политическом поле ровно по той же причине, по которой в российском инфополе не может быть «Эхо Москвы», эфирного медиа с независимыми спикерами. Навальный и «Эхо Москвы» — это признаки другого режима, не того, в котором мы оказались 24 февраля прошлого года. Почему Навального посадили и структуры его разгромили заранее, а СМИ зачистили уже спустя неделю войны? Потому что независимые СМИ становятся опасны, когда война пошла не по плану. Когда молниеносный захват соседа оборачивается кровавой и бесславной авантюрой. Лидер же оппозиции был бы опасен даже в том случае, если бы безумные планы внешней экспансии реализовались бы так, как хотели. Что было бы в этой всей ситуации значимее, значительней? Навальный, вещающий из-за границы на огромную аудиторию, главный антивоенный спикер с титулом лидера оппозиции, или Навальный в тюрьме, поставляющий новости о том, как российский режим не может успокоиться, как пытается загасить оппонента даже там, насколько систему бесит любые весточки от политзека. Это не такой очевидный вопрос, как может показаться. Ответ на него даст история. Мы все поймем, когда закончится война и тот режим, который ее развязал. С точки зрения будущего, все может выглядеть совсем не так, как нам сегодня кажется. Сегодня, конечно, влияние Навального на порядке ниже, чем могло бы быть, если бы он остался за границей и направил накопленный за 10 лет ресурс на антивоенную деятельность. Более того, Навальный мог бы перейти в совсем новое качество, стать кем-то вроде Светланы Тихановской, тем, у кого есть собственная легитимность, кто может разговаривать с политиками за рубежом как признанный лидер оппозиции. Его фигура могла бы объединить независимую российскую политику за рубежом, ведь только у него есть реальная массовая поддержка внутри страны, только с его авторитетом невозможно спорить. В любых вопросах – санкции, визы, легализация россиян, организованный вывоз бегущих от мобилизации – голос Навального имел бы вес. Потому что это голос признанного и главного оппонента Путина, голос того, кого Путин пытается уничтожить. Пока это выглядит так. Как это будет выглядеть, если Алексей сможет пережить тюрьму и использует репутацию того, кто остался и сознательно пошел на жертву, мы не знаем. И узнаем только постфактум. Это не тот исторический процесс, который поддается анализу. Ответ будет в пространстве от «Навальный помог уничтожить себя» до «Навальный сделал единственно верный возможный выбор».
По состоянию же на сегодня мы должны помнить, что Алексей каждый свой день проживает в бесчеловечных, пыточных условиях, что условия эти ему созданы искусственно и специально для него, созданы режимом, который не очень умеет воевать с вооруженными людьми, не очень умеет справляться с настоящими вызовами, зато закатывать в асфальт безоружного политического оппонента вполне может. У режима не получается быть могущественным, зато жестоким и до смешного мелочным очень даже получается. Наша задача в том, чтобы режиму не помогать. Он хочет заткнуть Навального, мы должны говорить о нем. Он хочет Навальному забвения, а мы должны помнить. До завтра.